Привет, друзья! Вот и пролетела рабочая неделя, сегодня суббота, и наконец-то мы сможем заняться вместе с вами нашей творческой терапией. Сегодня я расскажу вам, как сделать при помощи гелевого воска высокой плотности вот такое чудо, которое только что вы видели. Мне очень нравится работать с гелевым воском, и я вас к этому призываю. Итак, для работы нам понадобится, как я уже сказала, воск, гелевый воск высокой плотности. Вот такая силиконовая форма, при помощи которой мы изготовим красивую девушку в таком старинном платье. Итак, первое, что мы делаем, это закрепляем фитиль. И пока я нахожу центр в этой силиконовой форме и закрепляю фитиль, я вам расскажу пару слов о том, что совсем даже недавно, не так давно, я даже не представляла себе, что гелевый воск существует разной плотности, и что при помощи гелевого воска можно сделать формовую свечу. Однако же да, возможно, но вам понадобится гелевый воск высокой плотности. Итак, какой бывает плотности воск? Он бывает низкой плотности, это где-то 3% считается, средняя плотность 4%, высокая плотность 5%. Поэтому в поиске, когда вы будете искать, какой купить вам воск, обратите внимание на плотность воска, который вы покупаете. Вам нужен самый-самый плотный. При низкой плотности воска вы можете пользоваться этим воском для изготовления свечей, вот как мы делали, например, с вами морские свечи или свечи с сухоцветами. Мы делали красивые светильники. Кто не видел, посмотрите у меня на сайте, на YouTube-канале, достаточно много видео с гелевым воском. Я буду пользоваться двумя цветами гелевого воска, красным, и залью для начала верх свечи, и вот я вам сейчас показываю где-то первый уровень платья. Затем я буду использовать белый воск, гелевый воск и сухоцветы. Пользоваться я буду ароматическим маслом запахом шампанского. Я думаю, это просто прекрасный запах для такой красивой свечи. Итак, растопив гелевый воск, мы добавим ароматизатор, ароматическое масло. В принципе, вы с этим уже знакомы. Заливаем первую часть воска. И я хотела бы только вам сказать, что плавится этот воск точно так же, как и гелевый воск с низкой плотностью. Вы его растапливаете до такой сиропообразной консистенции. И следите за тем, чтобы воск не превышал температуру 110 градусов Цельсия, чтобы воск не перегревался. Итак, что мы сделали? Мы с вами залили сейчас первую часть свечи гелевым воском, который у меня уже был окрашен в красный цвет. Теперь какая у меня была идея? Я возьму и растоплю гелевый воск белого цвета, чтобы создать просто разную цветовую гамму свечи. А также я возьму сухоцветы, и когда у меня немножечко уже воск как бы подостыл, я воткну эти сухоцветы в воск, который находится в силиконовой форме. Идея, друзья, была такая, чтобы сделать слой платья с розовыми цветами, сухоцветами розы, и как бы вот эта часть, чтобы была белого цвета. Поэтому я залила первую часть красного цвета воск. Теперь я заливать буду белую часть. Основной главный момент. Помним, сухоцветы, особенно розы, дают очень много пены, а потому старайтесь заливать воск, во-первых, не спеша, а во-вторых, более охлажденный. Он не должен быть горячим, скажем так, сразу с плиты, как только вы его растопили. Дайте ему немножечко остыть. Чем холоднее будет ваш растопленный воск, если так можно сказать, тем меньше у вас будет пены, тем меньше розы будут давать пены в данном случае в нашей форме, в нашем платье. Как я уже сказала, я пользуюсь окрашенным воском. Вы же можете окрасить любым красителем, который у вас
есть, я просто использую остатки воска, которые у меня остались от предыдущих заливок, предыдущих формовых свечей. Поэтому, друзья, сейчас мы растопили с вами еще одну порцию красного воска и залили оставшуюся часть формы. Здесь у меня была не то чтобы ошибка, у меня был эксперимент. Я заливала растопленный горячий воск, и в принципе только для того, чтобы показать вам, что сухоцветы, если вы заливаете растопленный воск, они поднимаются. Если бы вы дали воску немножко остыть, то у нас основные сухоцветы остались бы на втором слое, где вот у нас была заливка белым воском. Все, свеча наша остыла достаточно быстро. У меня где-то на это ушло около 2 часов. Я считаю, это достаточно быстро. И все, что нам нужно, это аккуратно извлечь свечу из силиконовой формы. Достаточно легко. Я бы сказала, она извлекалась. Единственный момент у меня немножечко запутался фитиль, верх фитиля. Потому как я всегда оставляю длинный конец, чтобы можно было сделать такой пикантный бантик в качестве украшения и как бы окончания свечи. Итак, в принципе, это все, друзья. Вы увидели основные моменты, увидели, как легко работать с гелевым воском, который у нас является воском очень высокой плотности, и вы можете создать прекрасную формовую свечу. Все, на этом все. Я с вами прощаюсь до следующей субботы. Кому понравилось это видео, я буду признательна за ваш комментарий или лайк, друзья. Ну а кто впервые на моем канале, присоединяйтесь к моей творческой терапии по субботам. Я под этим видео, друзья, сброшу вам основные ссылки на видео, где мы также пользовались гелевым воском большой плотности для создания формовых свечей. На канале у меня есть еще одно такое видео. Ну все, увидимся в следующую субботу. Всем приятной, хорошей рабочей недели. До встречи, друзья!